Что бы вы сделали, если бы в один день поняли, что почти вся ваша жизнь и все, что вы знали, оказалось ложью? Именно это случилось с Маргарет Уилсон, женщиной, которая была уверена, что прожила 37 лет в счастливом браке с мужчиной по имени Генри. Но однажды она узнала, кем он был на самом деле. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Наша история начинается утром 12 июня 1985 года. Генри Уилсон работал уличным торговцем и отправился в очередную командировку в регион недалеко от города Олбани, штат Джорджия. Его семья не ожидала его возвращения в ближайшие дни. У Генри и Маргарет было 5 детей, некоторые из них уже имели собственные семьи. Их союз был крепким и полным любви. Генри был внимательным мужем, заботливым отцом и надежным другом. Он обожал играть на гармошке, проводить время на природе, рыбачить и устраивать походы. Все, кто его знал, считали его добрым и уравновешенным человеком. С 1984 года Генри занимался продажей кухонного оборудования для ресторанов, сотрудничая с различными гостиничными сетями по всему юго-востоку США. Он часто останавливался в мотелях, но всегда звонил Маргарет, чтобы сообщить, где находится. Однако однажды все изменилось. Их дочь Джоанна ехала с мужем Карлом в соседний город за покупками. По дороге они заметили припаркованный фургон отца. Решив проверить, все ли в порядке, они остановились. Но, подойдя к машине, обнаружили, что она пуста. Подумав, что Генри, возможно, отправился к реке за уловом, они направились туда, но следов его не было. Джоанна встревожилась и сразу позвонила матери. У Генри были сердечные проблемы, и он регулярно принимал лекарства, чтобы держать болезнь под контролем. Если чувствовал недомогание, он возвращался в машину и звонил Маргарет. Но в этот раз звонка не было. Маргарет подтвердила, что не получала от него вестей более суток. Джоанна обратилась в полицию, а также связалась с ближайшим мотелем, но Генри нигде не было видно. Начались поиски с участием полиции, вертолетов и наземных патрулей. Выяснилось, что накануне он обедал в кафе в маленьком городке Милледжвилл, и это было последнее упоминание о нем. Маргарет рассказала следователям, что у мужа была дурная привычка носить с собой много наличных. Она опасалась, что кто-то мог заметить деньги и попытаться ограбить его, что могло закончиться трагедией. Джоанна выдвигала свою версию. Возможно, Генри подвело сердце, и он умер где-то в лесу, а тело не нашли. Постепенно семья Уилсонов смирилась с мыслью, что Генри, скорее всего, не вернется. Прошли годы. Надеясь получить хоть какую-то информацию, они приняли участие в телепередаче «Забытые истории Америки», которая вышла в эфир 1 октября 1991 года. Передача вызвала волну откликов. Несколько зрителей сообщили, что видели человека, похожего на Генри, автостопом пересекающего шоссе в Джорджии, недалеко от места его исчезновения. Полиция начала подозревать, что Генри мог добровольно уйти из жизни, которую вел, но Маргарет отказывалась верить. Если бы он действительно решил исчезнуть, почему он оставил свои лекарства и банковские карты? Почему он ничего не сказал? Ответа не было. Прошел еще год. В конце концов, Маргарет подала прошение в суд о признании мужа юридически мертвым. Суд удовлетворил его, исходя из имеющихся доказательств. Но затем произошло нечто странное. Когда Маргарет попыталась оформить свидетельство о смерти, она обнаружила, что не может найти ни одного официального документа, подтверждающего личность Генри. Не было ни свидетельства о рождении, ни военного билета, ни истории болезни, ни дипломов. Как будто он появился
из ниоткуда. Впервые за все время Маргарет усомнилась, кем был на самом деле человек, с которым она прожила почти всю свою жизнь. Джоанна тоже начала задумываться. Она не сомневалась в доброте и честности отца, но все указывало на то, что он что-то скрывал. Тайна становилась все глубже. Прорыв произошел в 1992 году. В Торонто поступило сообщение об исчезновении мужчины по имени Ричард, уличного торговца, живущего в пансионате. Один из его друзей сообщил о его исчезновении, и полиция прибыла в пансион. При обыске комнаты они нашли фотографию мужчины с ребенком на руках, и это был Генри Уилсон. Оказалось, Ричард и Генри — один и тот же человек. Оказалось, Ричард Генри был просто в очередной поездке и вернулся через несколько дней. Увидев, что полиция побывала в его комнате, он снова сбежал. Семья передала через полицию письмо, в котором просила его вернуться. Они все еще его любили и хотели понять, что произошло. Позже, в том же году, его заметили в Оттаве, где кто-то узнал его по выпуску передачи. Полиция доставила его на допрос. И, наконец, Генри рассказал правду. Его настоящее имя — Чарли Фицджеральд. В 1946 году, когда ему было 26, офис, где он работал бухгалтером, был ограблен. Его обвинили в преступлении, которого он не совершал. Испугавшись, что его посадят по ложному обвинению, он сбежал, сменил имя и начал новую жизнь как Генри Уилсон. Он создал семью, воспитал детей, но все это время жил в страхе. Обвинения против него, как он узнал позже, давно были сняты, но он не знал этого и продолжал скрываться. Когда приближался его 65-летний юбилей, и он начал оформлять пенсию, понял, что ему нужно будет предъявить оригинальное свидетельство о рождении, которого у него, конечно, не было. Вместо признания он снова решил сбежать. Тем не менее, правда вышла наружу, и спустя 5 лет отсутствия Чарли или Генри вернулся домой. Семья, потрясенная, но любящая, со временем его простила. Им пришлось восстанавливать доверие с нуля. Маргарет умерла в 1996 году. Генри — в 2007. Остались их дети и внуки с воспоминаниями о человеке, который, возможно, был не совсем тем, кем казался, но был искренне добрым, заботливым и честным по отношению к тем, кого любил. Дорогие зрители, а вы бы сбежали как Чарли или нашли бы в себе мужество сказать правду? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.